Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу показать вам, как текстурной пастой и акрилом можно нарисовать вот такие интересные маки. Рисовать мы будем другую картину, но использовать точно такую же технику, так что в конце должно получиться что-то похожее. Самое главное, что я хочу показать вам, это как легко создать лепестки мака мастихином и текстурной пастой. Нам понадобится мастихин вот такой формы, прямоугольной. А его длина должна соответствовать длине лепестка. Значит, совмещаем основание мастихина с центром цветка, а его конец с краем лепестка. И наша задача ввести мастихин таким образом, чтобы его основание по возможности не двигалось, а конец описывал полуокружность края лепестка. И при этом, когда мы ведем мастихин по окружности, нам нужно еще совершать такие мелкие движения вверх-вниз, чтобы лепесток получался волнистым. Когда вы ведете мастихин по холсту, прижимать нужно равномерно всю плоскость. Ну и, соответственно, набирать текстурную пасту нужно тоже так, чтобы она равномерно покрывала все лезвие мастихина. И формируем лепестки, как нам нравится. Лишнюю пасту можно снимать лезвием мастихина. Видите, я много набрала, и лепесток получился не очень хороший. Так, ну и еще пятый цветок где-то сделаем. Теперь, когда мы расположили самые крупные объекты, цветы, и сформировали в целом нашу композицию, можем добавить бутоны и коробочки. Для этого концом мастихина зачерпываем такой комок текстурной пасты. И вот таким образом создаем бутон. И еще такая характерная узнаваемая особенность мака – это его ворсинки на стебельках, на бутонах. Поэтому тоже краешком мастихина такими мелкими движениями добавим ворсинки.
И подобным же образом формируем коробочку. И тоже краем мастихина делаем такие насечки. Все, теперь нам остались только стебли. Для того, чтобы сделать стебли, нужно ввести мастихин, прижимая к холсту только ребро. Ну и набирать пасту, соответственно, нужно тоже только на ребро мастихина. Делайте стебли абсолютно ровными, параллельными, поскольку в природе нет ничего симметричного, ничего абсолютно прямого или параллельного. И также нужно стремиться делать лепестки абсолютно одинаковыми, идеально ровными. Но текстурная паста нам этого и не позволит сделать. В этом ее прелесть.
Конечно, какой-то стебель может быть и ровным. Вытянулся к солнышку. Ну и осталось опять-таки добавить ворсинки, чтобы ни у кого уже не осталось повода усомниться в том, что это точно маки. Текстурная паста очень быстро подсыхает, поэтому нужно это делать сразу же. Опять же, ворсинки мелкие, где-то их подсветило солнышко и они видны, где-то они не видны, поэтому можно в каких-то местах их добавлять, в каких-то нет. Ну вот, теперь подождем, пока текстурная паста высохнет, и продолжим завтра.